Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на будущее, что или кто в вашей жизни появится неожиданно. В каких сферах жизни это произойдет. Как изменится ваша жизнь за период Урана в Близнецах. И, конечно, транзит очень долгий, с заходом на 2033 год, а мы с вами узнаем, что будет меняться до конца 2026 года. Вот прям переворачивается карта, и у нас колода Ленорман, который вообще у нас две колоды, которые прорисовал Чиро Маркетти, известный знаток символов и чисел, причем древних символов. И вот у вас выпадает на колоде Ленорман древо. Нам тут даже прорисовано древо сферот. Это наивысший баланс. Конечно, древо – это наши корни. У кого-то вопросы дома, вопросы личной жизни, вопросы, связанные, может быть, с родственником. Да? Мы где-то словно пускаем корни, поэтому для кого-то это может проиграться переезд, чтобы в другом месте обосноваться. У каждого тут будет что-то по-своему, но сама эта карта несет в себе радость, стабильность, уверенность в дне сегодняшнем, в завтрашнем. Но может подсказывать, что ты, дорогой стрелец, удели внимание, может быть, как раз тем персонам. Может быть, ведь знаете, в нашей жизни много людей бывает присутствует, и с кем-то у нас есть общие интересы, кого-то нам просто приятно слушать или разговаривать с ним. Но, видимо, для вас будут важны надежные люди. Примите это во внимание, наверное, дважды, мои дорогие. Почему? Потому что если мы говорим об Уране в Близнецах, то у вас это затрагивает 7-й дом гороскопа, а 7-й дом – это дом неожиданностей. Уран проходит вот в этой зоне, и все то, что мы какое-то время игнорировали, подавляли, не придавали значения, вот это все всплывает. Неожиданные перемены могут быть как раз в партнерских отношениях для кого-то из вас. Я допускаю, что все-таки 7 лет – долгий срок. Здесь как могут быть и разрывы, так и точно новые союзы. Помните, мои дорогие стрельцы, что никогда Уран у нас не забирает то, что может служить нам прогрессом. Обычно Уран – то, что уже как бы для нас и жило, или в последующем нам не пригодится. Но и в основном это, конечно, наше отношение к чему-либо или кому-либо. Итак, 3 знака судьбы. Вот давайте узнаем, что с этими неожиданностями или в каких сферах жизни по Урану в Близнецах к вам приходят неожиданности. Дополним наш расклад колодой Таро. Ну и коль такая ситуация выбора создается, понятно, мы говорили, что что-то и уходит, что-то вы сами будете завершать. Достанем конкретно такую карту. Что уйдет до конца 2026 года? Что придет взамен? А что спешит в вашу жизнь нового, мои дорогие стрельцы? Что получится осуществить до конца года или в чем ваша сила? Неожиданный поворот судьбы. С чем, с кем это будет связано? Ну и к чему приготовиться? Будем расценивать эту карту как совет. Ну и, может быть, с заходом на 2027 год. Итак, что же там неожиданно? В каких сферах жизни будут стремительные перемены? Ну, правда, не случайно древо нам перевернулось, и карта дома. Это то, что касается, конечно, места, опять же, вашего пребывания. Кто-то, может быть, надумает 7 лет, опять же, да. Вы можете сейчас даже что-то и не планировать, но, может быть, так ваша судьба сложится, будьте к этому готовы. Кто-то из вас, может быть, построит личную жизнь для тех, кто один или одна. Ну, за 7 лет тут, наверное, много можно чего успеть. Поэтому сама по себе трансформация по карте дом – это и близкие люди, король червей, да, какой-то, может быть, и любовный союз, ну или это то, что вас с вашими домочадцами будет объединять, или какие-то перемены, может быть, тоже, когда связаны, к примеру, со взрослыми детьми, вырастают дети, хотят жить отдельно, у кого-то, наоборот, съезжается, может быть, семья, но, по крайней мере, вот стремительные перемены, знаете, сама по себе карта стабильности. Поэтому, действительно, даже если присутствуют неожиданности, мы говорим о 7-м доме гороскопа, то для вас, мои дорогие стрельцы, все равно это во благо. Вот эти перемены нужно, ну, где-то, даже если что-то нас ставит в тупик, тут нужно не горевать, а спросить у себя, окей, что мне, может быть, высшие силы
именно хотят подсказать, что может скоро меняться, какова моя реакция должна быть на то или иное событие. Каковы еще неожиданности? Ну, мы с вами говорили, да, еще до карт. И карта плеть или карта метла. Мы буквально выметаем мусор из избы. Для кого-то очень символичное соединение, когда вы будете принимать важные решения. И, может быть, уже существуют некоторые позиции, от которых вы банально устали. Вы именно сами где-то вы можете прочувствовать с первых месяцев вот этого транзита. И как минимум до конца 2026 года вы поймете, а ведь и правда есть какие-то помехи. Здесь точно так же, знаете, может проходить какая-то история, которая, возможно, все-таки у нас здесь как бы трефы, да, это больше деловая сфера. Поэтому для кого-то из вас совершенно необходимо, может быть, вот этот базис создать такой своеобразный и по работе. Для кого-то оформление важных документов, бумаг. Но тут именно перемены оба аркана показывают. Давайте достанем дополнительную карту. С чем эта метла связана? О, карта судьбы, карта кармы. Перемены сами по себе. Вот смотрите, для вас, видимо, будет очень важно, птицы. И, конечно, здесь, знаете, такая разношерстная информация, противоречивая информация. Поэтому будьте готовы к тому, что не всему можно доверять. Или даже если вы в чем-то вот на сегодняшний момент, может быть, и тоже убеждены, тогда, поверьте, мои дорогие, тут неизбежно будут даже в ваших взглядах какие-то перемены, и то, что, возможно, вас прежде не интересовало, может заинтересовать. Точно так же, в чем или в ком вы были уверены, вот тут что-то подобное, как, знаете, перемены, да, тут что-то перевернуться может, я этого не исключаю. Но, видимо, на вас воздействует именно так Уран, чтобы мусора в жизни, да, лишних мыслей или каких-то пустых надежд было тоже меньше. Вот в этом, может быть, и есть как стратегия высших сил или ангелов-хранителей. Вот какая-то история, которая вам по судьбе, но ведь точно так же мы можем сказать, святое место пусто не бывает, даже если, ну, кто-то как уходит из нашей жизни. Значит, прогресса бы с этим человеком не было. Почему-то говорю, потому что карта дом. Тогда будет действительно новый союз. Конечно, мы можем этот триплет переложить как на судьбоносные события, перемены, которые касаются, ну, где-то вашего бизнеса, может быть, даже творчества, если вы занимаетесь, может быть, монетизацией творчества. А Уран в Близнецах здесь новые технологии, цифровые технологии. Кто-то может это изучать, кто-то захочет вообще, может быть, сменить вид деятельности, мои дорогие. Вот тут может быть вот вплоть до такого. И очень интересно, что на шестерке треф соответствует карта крест, а еще номер карты 36. 36, если мы нумерологию переложим, это число перемен, вибрирующее число. Мы знаем, да, 9. Мы видим 9, если мы переворачиваем, будет 6. А 6 мы с вами говорим, это всегда победа. И есть как раз тот вариант, когда мы получим, ну, какие-то, как вот то, что заслуженное. Но это не от ожидания, мои дорогие. Это, безусловно, действие. И здесь может тот быть проект у вас даже до конца года. Когда вы что-то новое с нуля начнете, и вы это так разовьете, успеете, по крайней мере, к концу 2026 года, когда вы будете видеть плоды труда своего. Но вам придется, вот, видимо, в этом развилка судьбы, посмотрите, мы сказали, искаженная информация, птицы, да, ну, вот такое что-то, может быть, настолько скорое, быстрое, переменчивое. Ну, наверное, это как новости, да, особенно в наше время. Утром одно, вечером тебе другое, завтра третье, послезавтра вообще четвертое. Поэтому, может быть, вот, знаете, здравым смыслом оценивать, откуда пришла информация, достоверна или нет. Может быть, вам и люди конкретные, которые что-то обещают. Нельзя замечтаться, хочется сказать. Итак, третья карта, знак судьбы, стремительные перемены и неожиданности. А ведь и правда очень добрая карта. У кого-то из вас до конца 2026 года, возможно, решится вопрос не просто по дому, а еще и по личной жизни. Конечно, по-разному. Давайте будем реалистами, всегда к этому призываю. И мы рассматриваем с вами
Значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Хоть объединяет один знак зодиака, а тем не менее, судьба у каждого своя. Но 17-я карта в колоде Ленорман 2 Аэста, конкретно гнездо, ну как прообраз того же самого дома, но это именно пара. Это те события, которые связаны с домом, с семьей, может быть, и с родственниками, но больше эта карта именно Аиста говорит о паре. И я должна сказать, Аист предсказуем. Здесь не совсем про неожиданности, ну, по крайней мере, здесь может быть такая неожиданность, к примеру, появление ребенка. Для кого это актуально, мои дорогие? Перекладывайте на себя. Но ведь Аист каждый год возвращается в родное гнездо. И может быть у кого-то из вас возвращение, либо вас, либо какой-то истории, вполне вероятно, такое тоже может быть. Продолжим наш расклад и спросим, а что же уйдет? Вот очень интересно с учетом этой карты. Вы знаете, тут уйдет какая-то история, которая длительное время продолжалась, вы к ней привыкли. У кого-то даже могут быть перемены, действительно по работе. Мои дорогие, где вы работали, может быть, долго, лет 10, а то и 20. Вот здесь способ получения дохода будет меняться. Может быть, это раньше у кого-то вы кэш получали, да? А теперь вы будете изучать как раз как финансовая грамотность, освоение, может быть, у кого-то цифровые технологии, откуда к вам приходят деньги. Кого-то ситуация денежная, может быть, ну, где-то подтолкнет к тому, чтобы искать дополнительный доход, пассивный доход. Возможно, сложится какая-то ситуация, что уйдет, и она будет связана с конкретным человеком, который вам даже оказывал какое-то содействие, вроде бы, да, а вы могли, кстати, этого человека, ну, так расценивать, что слишком он прагматичный. И тут ничто не происходит случайно. Мы говорили, что отпускаю, если некоторые люди, персоны, тут каждый сам собой, понятно, занят, правда? Поэтому на вас будет оказывать влияние даже изменения, которые происходят в вашем привычном окружении, как и родственники, может быть, и где-то коллеги по работе, соседи, что же уйдет. Ну, сама по себе карта праздника, хотя мы иногда говорим по тройке кубков, третий лишний. Вот у кого-то из вас решится однозначно вопрос по личной жизни, та ситуация, которая была запутанная. Ну, а по десятке жезлов хочется сказать, идет, пусть уходит, правда? Это карта усталости, это карта какой-то чрезмерной нагрузки. Да, карта говорит, может быть, до конца 2026 года вам и придется, как, знаете, поднажать в конце, ну, вот как в спорте говорят. И тогда у нас хватит жизненных сил. Возможно, вы что-то будете завершать, потому что уже у вас есть какой-то на сегодняшний день план, и вы понимаете, что, ну, развязка вот она как бы приближается. И если это от вас потребует физических сил, или если это от моральных, да, вот таких эмоциональных сил, у вас как будто хватит выдержать даже какое-то сильное напряжение, как и психологическое, точно так и физическое. Давайте узнаем, а что придет взамен. Раньше, когда солнце выпадало, говорили, иди, дорогой, у тебя все хорошо. Карта выбора правильного направления. Ну и, наверное, все то, что я говорила, эта карта подтверждает, вы правда новое направление выбираете. И окружение. Будут перемены и как в жизни людей, с которыми вы контактировали, каким-то образом это будет оказывать на вас влияние. Но это точно так же могут быть и новые проекты. Поэтому для кого-то отпускай, как будто ту историю, которая сама пытается от тебя, стрелец, оттолкнуться. Ведь это новое качество жизни. И, может быть, и есть какие-то темы, вопросы, которые нам не очень приятны. Может быть, и есть какие-то неожиданности. Вот все то, что я говорила. Но, значит, отделить зерна от плевел придется, потому что тогда бонусов, надежности, уверенности в завтрашнем дне будет больше. И очень часто эта карта говорит о том, что вы слышите от меня выбор правильного направления. И это какая-то и стратегия, и тактика месяцев на 6-8. Ну, даже я бы сказала, с заходом на первые месяцы 2027 года. Очень часто эта карта больше говорит о наших достижениях, о работе, об учебе, например. И с учетом этого аркана, да, действительно, вы можете как и новым проектом заинтересоваться, так и кто-то будет осваивать совершенно какие-то новые дали или новые профессии.
Что нового спешит в вашу жизнь? Тут новое идет то, что сначала, может быть, до конца вот именно 2026 вам нужно что-то закончить. Вам нужно, может быть, как от какого-то мусора избавиться. Есть, присутствует в вашей жизни то, мы много говорили уже сегодня, да, на нашем раскладе. В принципе, где-то карты нам вот эту мысль повторяют снова и снова, видимо, может быть, хотят вас таким образом подготовить к чему-то. И посмотрите, ведь что придет, да? Что придет взамен. И мы с вами говорили, как по судьбе, да? Пришла судьба на порог, постояла возле двери, видит, эх, нет, место занято. Это может быть как и возможность, это может быть и точно так же, как какой-то человек, встреча важная. А если место занято, то мы теряем эту возможность. Вам чего-то нужно не упустить. Может быть, если мы говорим, что спешит на ваш порог, может быть, это известие, которое вы получите, может быть, целый ряд известий. Но старшие арканы, мои дорогие, вам могут подсказывать следующее. То, что ты напрямую, стрелец, будешь зависеть до конца 2026 года, как и от изменений в жизни людей, так и в точности от обстоятельств. Или то, что происходит вокруг вас, может быть, в той местности, где вы проживаете. Давайте достанем еще одну карту. То есть место нужно расчистить, освободить. Так вот, что же нового спешит в вашу жизнь? Выбор. И, конечно, будем реалистами, каждый выбор делает сам. Кто-то скажет, ничего я не буду менять, ничего я не хочу, меня сейчас так устраивает. Пусть то, что есть сейчас, пусть оно продлится дольше. Насколько это получится, конечно, я не берусь судить, потому что даже дело не в картах, астрологические 7 лет. Достаточно большой срок. Да что 7 лет? До конца 2026 года будем говорить. Тут же, если мы сказали ежедневные какие-то перемены, а, видимо, в вашей судьбе будет очень много такой новостной палитры, которая где-то и противоречивая, но и в то же время она не бесполезная. Вот может быть правильная работа с информацией. И вот сам по себе выбор, почему может быть и карта, говорит, ты отпускай все то, что уже для тебя не имеет значения. Здесь именно по заработкам на самом деле, мои дорогие, не случайно солнце выпадает. Может быть дела, работа, бизнес, как я сказала, у кого-то учеба, новое направление, финансовая грамотность, да, или кто-то крипту изучает, может быть и так буквально. Но помните, легкие деньги опасны. Здесь, может быть, не стоит собой, так, знаете, нарочито рисковать, а следует изучить какой-то вопрос, или перед тем, как дать кому-то согласие, или себе самим согласие. Тут именно нужно изучить. Здесь нельзя, знаете, как, ну, условно, на импульсе поступить. Потому что, ну, есть такой вариант, что можем и ошибиться. А по сути дела, вместе с Солнцем идет и финансовое благополучие. По крайней мере, возможность. Но выбор делаете вы сами. И он не включает в себя 13-й аркан. Поэтому не включает, что мы можем что-то и одно удержать, да, и вроде бы как и такой запасной аэродром. Для некоторых из вас, мои дорогие, этот выбор может быть такой, ну, где-то жесткий. Или соглашаюсь, или отказываюсь, и этот отказ, он, как, знаете, ну, вы уже что-то не вернете. Может быть и так. Поэтому правильная работа с информацией. Что получится осуществить, в чем ваша сила? По восьмерке мечей это та карта, которая нам дает искаженное восприятие. Она не говорит о действиях, она говорит о бездействии. Ну, где-то повторяет карта все то, что я только что сказала. Но все же, в чем ваша сила? И вам выпадает карта влюбленных. Сама по себе любовь, искренность, верность. Ну, тут ведь у нас можем расценивать так, в чем ваша сила. Прояснять, может быть, и вопросы по отношениям, может быть, это партнерские отношения, но тут вот именно искренность, надежность, я об этом говорила. Не самому себе не надумать. Может быть, вы уверены в чем-то. Поверьте, очень часто бывает так, что да, мы или в ком-нибудь уверены, или в чем-нибудь уверены, а потом происходит такая метаморфоза, а для нас словно весь мир перевернулся.
И ведь явно бывают предпосылки, просто мы этого не замечаем. Поэтому здесь нельзя быть безапелляционным. Здесь, знаете, вот как в вашу жизнь, как будто судьба посылает того человека, которому, ну, может быть, и можно доверять. Или с кем вы можете просто, даже это по работе, вы сложить добрые партнерские отношения. А вы как будто можете сомневаться. Но, тем не менее, это мы спросили, в чем ваша сила. Поэтому вам, как дает энергия, пересмотреть свои взгляды, отношения к кому-либо или к чему-либо. Девятка жезлов, в чем ваша сила? Завершить то, что не имеет прогресса, то, что я говорила. Потому что это словно вы за таким невидимым забором находились, имеется в виду, когда мы что-то не могли осуществить. Был долгий период ограничений. И вот все сейчас, как будто настало время сказать тому, что было в вашей жизни: да, я сделал все, что мог, и идти вперед. В этом ваша сила. Тут самое главное не застрять, мои дорогие, в прошлом. Даже если по аркану Луна вам придется двигаться медленно. Или вам придется, это точно, это карта интуиции и карта того, что мы пока не можем, как будто, знаете, на 100% что-то просчитать или предвидеть. Карта будет говорить, в чем твоя сила. Избегай толпы. Конкретно я часто говорю об этом по аркану Луна. Более того, избегай конфронтации. И даже если на работе складывается, или по работе складывается какая-то конфигурация, когда есть две противодействующие силы. Может быть, это связано с вышестоящими организациями, или это связано с вашим бизнесом, или с коллективом. Вот вам как будто нельзя в каких-то распрях участвовать, нельзя участвовать в конфликтах. Здесь нужно четко понимать, мне это нужно или нет. Ну хорошо, я кого-то там, допустим, поддержал. Себя где-то сохранять ведь по карте Луна нужно. Но я должна точно так же сказать, мои дорогие стрельцы, по аркану Луна, и в чем ваша сила. А вот как раз фундамент безопасности и надежные люди. Тыл свой до конца 2026 года, да с такими картами. Это когда вы что-то делаете правильно. Ну или вокруг вас правильные люди, надежные. Неожиданный поворот судьбы до конца 2026 года. Точно неожиданный. Вот я по этой карте иногда предлагаю вам представить себя, что вы идете по темному лесу. И узенькая такая тропинка. Понятно, лес не подсвечивается, фонарей нет. А вот именно на эту дорожку, где вы шагаете, падает лунный свет. И вроде бы вы себе говорите, ну вот я знаю, куда я иду, да, хоть может быть и где-то сомнения, жутковато, страшновато, да, но мы понимаем, нет, мы должны дойти туда именно, куда мы собираемся, или, ну, по своей какой-то надобности, необходимости, то есть мы, может быть, и чувствуем себя дискомфортно, но, в принципе, мы уже эту дорогу проходили, или мы уже что-то знаем. И поэтому мы двигаемся, и, может быть, даже каждую кочку вы знаете, да, или, ну, вот так вот, аллегорически говоря. И вдруг на каком-то этапе этой тропинки вы останавливаетесь и говорите себе: а я сворачиваю. Вот это и есть неожиданный поворот судьбы, тем более в этой колоде карт. Как будто паж держит меч. Причем меч, ведь это всегда отказ. Или меч это всегда кому-то нет, или себе в чем-то нет. И от чего это зависит? Два голубя. Символ мира, символ согласия, символ благополучия. Вот вам приготовьтесь к тому, что до конца 2026 года ради вашего благополучия словно вот этот поворот в судьбе придется совершить. Из чего это может начинаться? С новости, информации, которую нельзя оставить без внимания или себе сказать: не, это мне показалось. Неожиданный поворот. А ведь и правда, по девятке кубков это сама по себе возможность заработать деньги. Значит, многим из вас придется что-то новое осваивать. И по Урану, как я говорила, в Близнецах как раз и проходят вот эти неожиданные трансформационные перемены. А Близнецы тем и сильны, что
они умеют, как-то быстро адаптироваться, быстро перестраиваться, работать с информацией. Вот примерьте на себя эти энергии, потому что как бы идет что-то для вас очень добро-хорошее, уверенное. Для кого-то из вас открытие собственного дела, собственного бизнеса. Но значит, есть та точка X, как точка невозврата, когда нельзя отмахнуться. От этого будет зависеть изобилие, процветание, благополучие. К чему приготовиться стрельцам? Есть тот проект, за которым придется ухаживать. Есть то, что, наверное, как и добрые дела, я говорю, наспех не делаются. Это вот, знаете, как наша женщина на карте пришла собрать явно пентакли, да, как будто растут на дереве. Посмотрела, нет, зеленоватые, не дозрели. Надо еще поухаживать за деревом, я еще подожду. Вот у вас может быть какой-то проект, за которым именно надо ухаживать, чтобы в конечном итоге вы получили какие-то плоды. Значит, карта будет говорить, к чему приготовиться. Здесь что-то, знаете как, может быть, это как доброе дело, или это какое-то, ваша задумка. Когда, с одной стороны, пустого ожидания не должно быть, мы об этом с вами говорили, но направить все свои силы именно на то, что может служить вам прогрессом. И потому что, знаете, тут пару днями не обойдешься, может быть, и пару месяцев будет маловато, а вот именно ухаживать, знаете, это как детище наше, по сути дела, да, вот что-то новое идет в вашу жизнь, но оно потребует от вас и терпения, и внимания, и настойчивости тоже. К чему приготовиться еще? И причем этот путь вы как должны пройти в одиночку. Тут есть тот путь, который философ у нас, да, отшельник, тот, который, может быть, вы видите даже какой-то ваш проект, опять же, да, или то, что вы хотите осуществить. Другие могут этого не видеть, могут не представлять, не понимать, но, может быть, себя как минимум в чем-то попробовать. Вполне вероятно, карта говорит нам тут, в общем-то, о деньгах. Сказали, что деньги как будто эквивалент денежный, давайте назовем это в целом. Вы можете остаться довольны до конца 2026 года, но лучше деньги сохранять. Если мы рассматриваем как карту совет, отшельник говорит, сейчас не деньги важны. Сейчас именно вот эта перестройка самого себя. Своя идея какая-то, она более важна. Но деньги мы, скорее всего, сохраняем. И, как я говорила по аркану Луна, карта интуиции, обратите внимание, фонарь – это прообраз интуиции. И по преданию фонарь включается ровно в то время, когда это необходимо. Включился у нашего мудреца фонарь, что он видит змея. Слушайте подсказки собственного шестого чувства, потому что порой внешнее, может быть, события вам пока не дают какой-то четкой картины, а вот ваша душа, она мудра. Она вам будет подсказывать, куда надо, куда не надо. Поэтому даже если что-то не укладывается в ваш привычный шаблон, следует и рассмотреть, и перепроверить тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы, солнечные люди. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что откликаетесь, пишите мне волшебные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.